Всем привет, с вами Дэн, и это продолжение разработки игры Galaxon. На прошлом уроке был разработан прототип игры без какой-либо продуманной архитектуры, поэтому давайте вначале приведем код в порядок и сделаем какую-никакую архитектуру нашей игры. У нас имеется три класса, которые описывают игрока, врага и пулю, которые имеют одну и ту же структуру и содержат одинаковые поля. С точки зрения организации архитектуры, это является неправильной проектировкой. Поэтому создадим иерархию классов. Класс Entity будет базовым классом, который будет содержать все необходимые поля и производить настройку этих полей. А класс Player, Enemy и Bullet будут дочерними классами, которые создаются путем наследования от базового класса. Что ж, давайте приступим к реализации класса Entity. Создадим новый модуль и переименуем его в UEntity. Произведем сохранение модуля, файл примет нужное имя. Создадим директорию, куда будем сохранять все создаваемые модули. Произведем описание класса Enemy. Объявим блок Protected, в котором будет находиться поля класса, и блок Public, в котором будут находиться методы для управления этими полями. Копируем поля, которые являются одинаковыми для трех классов. Для работы с классом Bitmap нам потребуется подключить модуль Graphics. Внесем некоторые коррективы в имена полей. Далее переходим к описанию методов, которые будут производить работу с полями. А теперь произведем описание этих методов. В конструкторе зададим первоначальные настройки объекта, путь к файлу будем передавать через параметры конструктора. Далее пишем метод установки координат объекта и его видимости. Далее реализовываем методы для получения объекта Bitmap, положение по x, по y, ширина, высота рисунка и так далее. Аналогичным образом создаем модуль UPlayer. Подключим модуль UEntity и опишем класс Player, который будет унаследован от класса Entity. Объявим два конструктора для удобства создания объектов. А также метод move для перемещения объекта. Произведем реализацию метода move. Далее перейдем к реализации конструкторов. Чтобы создать объект с первоначальными настройками, вызовем конструктор базового класса. Установим первоначальные координаты появления объекта. Произведем реализацию второго конструктора через вызов первого.
Внесем изменения в программу и перепишем программный код игры с использованием данного класса. Удалим структуру TPlayer, подключим модуль для работы с новым классом и внесем изменения. Здесь вызываем конструктор класса TPlayer. А при перемещении плеера будем использовать метод move. Запускаем на исполнение и исправляем все найденные ошибки. У нас возникает ошибка, так как мы пытаемся вызвать методы getHeight и getWidth у объекта класса TPlayer, который еще не создан. Поэтому воспользуемся вторым классом и зададим положение через метод setPosition. Запускаем, проверяем. Замена класса произошла успешно. Переходим к реализации следующего класса. Для реализации класса Enemy также создадим отдельный модуль. Также подключаем модуль Entity и переходим к описанию класса. Скопируем описание и реализация методов из другого класса. Объявим приватной переменной, в которой будет храниться количество жизней врага. А для управления данной приватной переменной создадим публичное свойство. В конструкторе установим параметр жизни по умолчанию. Так как враг может получать повреждения, добавим метод damage. В качестве параметра указываем n количество жизней, которые необходимо отнять у врага, на тот случай, если у нас будет в игре несколько разновидностей оружия, которое будет отнимать разное количество жизней. Метод move оставим в классе на тот случай, если мы захотим реализовать перемещение врагов. Подключим модуль enemy и внесем изменения в программный код игры. Уберем описание и реализацию класса tbot. Вынесем имена загружаемых файлов в виде констант. Удалим пропущенный конструктор и дальше продолжим вносить изменения. В методе load в методе frame
При попытке выйти метод класса обнаружилось, что он недоступен. Это связано с тем, что класс Enemy не является потомком класса Entity. Исправим этот недочет. В процедуру Update Game также внесем изменения. Уменьшение количества здоровья врага будем производить путем вызова метода damage. Опять запускаем на исполнение и исправляем все возникающие ошибки. Отлично, все работает корректно. Аналогичным образом создаем класс для описания пуль. Вносим изменения в основную программу с учетом нового класса. Запускаем на исполнение. При стрельбе пуля перемещается по координате X, вместо того, чтобы перемещаться по координате Y. Давайте это исправим. Пули теперь летят вверх, но коллизия с пулями срабатывает неверно. Давайте найдем причину. Проблема в коллизии заключалась в том, чтобы для расчета нижней границы спрайта я брал его не в высоту, а ширину. Теперь уже все работает верно. Для коллизии пули создадим отдельный метод и всю логику вынесем туда. Назовем метод collision. В качестве параметра будем передавать объект entity. Результат возвращаемого значения будет true или false, то есть столкновение или нету.
Запускаем, пробуем. Все работает верно. Ну на этом все. Мы разработали архитектуру, которую можно в дальнейшем развивать. Не хотелось добавлять еще больше кода в этот урок, все остальное будет в продолжении. Поэтому разбирайтесь, пишите, что непонятно, пишите свои предложения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!